Хорошо быть покеристом-новичком. Все так просто и понятно. Стоит только заучить комбинации, как покерный мир становится строго черно-белым. Мы собираем сильные руки и радуемся, или мы просто избавляемся от мусора. Лишь немного позднее приходит понимание, что не все сильные комбинации побеждают, и не все слабые проигрывают. Ну а стоит копнуть чуть глубже, и начинается настоящий хаос. Эквити, блокеры, чистота защиты и другие странные комбинации букв и слов. И только постепенно разбираясь в этих концепциях, новичок начинает понимать настоящую красоту покера. И самые красивые моменты — это смелые, выверенные блефы, героические колы и правильные фолды. В очередном видео рубрики «Кол или пас» снова рассмотрим несколько раздач с очень непростыми решениями. Подпишитесь на Академию покера, чтобы первыми смотреть наши новые видео. Перенесемся в такое знакомое нам казино Хаслер в Лас-Вегасе. Сегодня здесь проходит игра на ставках по $100 с малого и большого блайндов, а также со страдлом от участника на ранней позиции. Точнее, не обязательно ранней. По условиям этого конкретного стола, страдл может поставить любой игрок до баттона, если до него это никто не сделал. В данный момент опцией пользуется Итан Ю по прозвищу Rampage. В этот момент он не знает свою руку, как, собственно, и мы с вами. На кат-оффе Марианна Грандоли с разномастными королем и десяткой. Естественно, с таким крепким стартером, 2 блокера к бродвейным сочетаниям, он объявляет рейс до $3000. На большом блайнде Браун Балла с карманными четверками решает закалировать. Не самый лучший ход. Конечно, любая карманка смотрится привлекательной, особенно в настолько глубоких стеках, с которыми играют в Хаслер. Напомним, у некоторых участников запросто могут накапливаться по паре тысяч больших блайндов. Но проблема четверок в том, что большой блайнд не завершает торговлю. Далее ход достается Рэмпейджу на страдле. А если он перекрутит дальше, все эквити четверок сгорит вместе с вложенными деньгами. Ну да ладно, не нам судить миллионеров с их причудами. Тем более, что Итан также просто калирует. Причем делает это осознанно, зная, что окажется в бутерброде между игроком без позиции и игроком в позиции. Флоп. И сразу допер у Грандоли. Настоящее везение собрать такую сильную комбинацию в довольно узких диапазонах, да еще и в мультипоте. Естественно, ни о каком слоуплее речи идти не может. У соперников могут быть и флеш-дро, и стрит-дро, и гадшоты. И это не говоря о топ-парах и вторых парах. Нужно одновременно защищать эквити и собирать value. Аргентинец делает ставку в $6000. Это 2/3. Крупно, как и положено в такой ситуации. Браун фолдит. Итан же уравнивает. Терн. Еще одна трефа. Довольно опасно. Но флеш-дро — лишь малая часть спектра соперника. Допер все еще чудовищно силен по отношению к диапазону противника, но размер нужно снижать, что Марианна и делает, ставя чуть больше полупота. И тут же получает рейс до $28000. Почти плоскач. Но Марианна, пусть и явно без удовольствия, калирует. Не выбрасывать же допер. На ривере абсолютный бланк. В банке чуть более $77000. А в стеке Рэмпейджа всего 43 000. И Итан тут же объявляет all-in. Итак, кол или пас? Пишите варианты в комментариях. На самом деле вопрос с подвохом или со звездочкой, кому как нравится, потому как ответ на него нужно было давать не на ривере, а еще на терне. Дело в глубине стеков и СПР. Можно было удивиться, почему Итан на терне сделал такой маленький рейс, ведь он находится без позиций, а без позиции обычно следует разгонять банк или генерировать повышенное фолд эквити в зависимости от цели. Но на самом деле этого с головой хватило, чтобы заманить Грандоли в абсолютно безвыходную ловушку. Представьте, вас рейзят плоскочом, а у вас допер. Выбросить его на такой сайзинг очень сложно. А на ривере оказывается, что эффективные стеки уже почти вдвое меньше, чем размер банка. Ну и куда деваться? Тут и со второй парой хватит эквити для кола против агрессивного соперника. А Rampage точно из таких. Это умный лаг, профессионал, стример и даже обладатель золотого браслета мировой серии. Он прекрасно подобрал сайзинг рейза, чтобы одновременно не спугнуть Грандоли и привязать его к банку. Кстати, возможно, что и сам Марианна понимал, что его завлекают в ловушку, но фолдить с доперами он явно не умеет. Итан показывает флеш. Конечно, кол с одномастными дамой и двойкой — спорное решение, но эта пара очень любит выходить за рейнджи в очном противостоянии. Так что сыграно не просто творчески, но и чертовски изящно. Браво, Итан! Так мог ли отскочить Марианна?
Только если бы ему хватило проницательности прочесть план соперника и сбросить, но не на ривере, а на терне. Конечно, такого он себе позволить не мог. Впрочем, это не ошибка, а всего лишь досадный кулер. Может, он ознаменует конец переапа аргентинца? А если вы постоянно вылетаете до зоны призов в турнирах, это не случайность. Мы разобрали 6 конкретных действий, которые это исправляют. Смотрите это видео следующим. Движемся дальше. Хотя и остаемся в том же казино. Переносимся за чуть более дорогой стол со ставками $100-200. Раздачу начинает Крис Чен по прозвищу Луда Крис. Не Люда. Никаких славянских корней у него нет. Именно Луда. И несложно догадаться, что именно это значит. Это один из любимчиков зрителей шоу в Хаслер, а заодно и организатора этого шоу Райана Фельдмана. Когда-то именно он пригласил Криса за стол, где тот разыгрывал более половины рук, и делал это очень агрессивно. С тех пор так и продолжается. Огромный впип в 55% в среднем, но при этом почти миллион прибыли. Так что все до сих пор гадают, это таинственный профи или чудовищно переапанный маньяк. Итак, он открывается с неизвестной нам рукой. С хайджека его атакует Биг Майк с королем и валетом. Но на кат-офф еще один культовый для казино персонаж — Рэнди Садлер по прозвищу Трикоин. В прозвище также нет секрета. Это название его бренда одежды. Да, Рэнди заработал $270 миллионов, продав свою компанию по поставкам мясных продуктов, а затем открыл новый бизнес для души. Немного удивляет, что уроженец Техаса не считает профессию кутюрье зазорной. Но в покерной индустрии он довольно известен не только благодаря Хаслер. В родном штате он не только поддерживает покерные клубы, но и спонсирует молодых талантливых игроков. И в целом создает образ богатого, шутливого добряка. Но в игре он добряком быть не желает и 4-бетит до $3000. А в руке у него всего лишь разномастные тузы 8. Да, блокер, но не самый лучший при таком экшене. Казалось бы, это конец раздачи. Не станет же Биг Майк продолжать без позиции с таким маргинальным стартером. Но не тут-то было. 4-бет калирует Крис. И это при двух агрессорах в позиции по отношению к нему. Сумасшествие. Глядя на это, уравнивает и Биг Майк. Флоп. И у нашего техасского ковбоя стрит-дро. И это интересно. Текстура совсем не подходит его диапазону, но очень хорошо подходит конкретной руке. Соперники не донк-бетят, и Рэнди делает конт-бет в 2/3 пота. На такой текстуре это не самый плохой сайзинг. Она опасна, так как делает соперника много дро. Так что поляризоваться с топовыми руками и такими вот полублефами — адекватное решение. Но Чен не сдается и калирует. Ага, что-то он на этой доске нашел. Зато Биг Майк фолдит. Терн — еще одна большая удача. У Трикоина стрит, при этом в самой удачной конфигурации. Его восьмерка в нем — старшая карта. Но доска так скоординирована, что любой адекватный соперник просто сбежит из раздачи при любом экшене. И Рэнди принимает довольно хитрое решение. Он ставит 3000. В банк более 21 тысячи. Это 14% от пота. Вероятно, он думает, что на такой размер Чен не выбросит вообще ничего, а еще лучше отреагирует как маньяк и переставит. И план, если он был таков, срабатывает. Крис рейзит до 18 тысяч. Понятно, что Рэнди хотел бы прямо сейчас выставиться в all-in, но его восьмерка так сильно блокирует сопернику нации, тем более, что он действует в позиции. Пусть лучше оппонент и дальше изображает что-то творческое. Кол. И совершенно чудовищный ривер. Только что у тебя был нац, а теперь ровно та же комбинация и у соперника. И это в лучшем случае, ведь могут у него оказаться и руки с номиналом выше. Так этот самый соперник еще и действительно заряжает all-in. Итак, кол или пас? Как всегда, все зависит от того, каким Трикоин видит диапазон соперника. Только вот есть сомнение, что он вообще мыслит категориями диапазонов, эквити, шансов банка и прочей математической ерундой. Если бы он задал себе всего один вопрос, можно было бы сэкономить кучу денег. Во-первых, с какими руками тот 3-бетил на терне? Очевидно, у него также могли быть готовые стриты, и даже стрит старше, 9-8. Но могли быть и блефы. А какие блефы напрашиваются на таких текстурах? Естественно, руки с девяткой, которая блокирует как раз 9-8. Итак, в лучшем случае раздача завершится сплитом. В худшем банк заберет Крис. И последних ситуаций значительно больше, но Рэнди уже слишком заряжен, поэтому допускает типичную ошибку любителей. Пофиг. Кол. Он подозревает, что проиграл, но уже не может выбросить руку, с которой его мозг уже пережил внутреннюю победу.
Кол и Крис, как и ожидалось, показывает те самые 9 и 10. Очень плохой кол на префлопе, но очень хороший блефовый рейс на терне. Ну и невероятная удача, куда уж без нее. Еще больше таких раздач в видео 5 блефов, которые стоит увидеть. Не забудьте посмотреть. А теперь отправимся в казино Ария, в котором базируются организаторы различных покерных шоу и целых серий. В данном случае речь о No Gamble No Future, культовом шоу, в которое пришел не менее культовый покерный герой эпохи покерного бума Антонио Эсфандиари. Настоящая легенда конца нулевых, вдохновивший миллионы новичков попробовать себя в покере. Впрочем, стоит признать, что сейчас большинство новичков уже со старта обучаются куда более крепкой стратегии, чем была у звезд той эпохи. Солверы перевернули индустрию. Да и сам Антонио давно завершил профессиональную карьеру, поэтому еще сильнее отстал от современного понимания покера. И все же он посещает различные шоу в статусе легенды. Там он получает удовольствие от хобби, а благодаря апстрику еще и некоторый доход. Однако приступим. Раздачу с страдлом начинает Райт. Дог Голливуд на кат-оффе и Тикетс на баттоне коллируют с двумя гапперами. На малом блайнде ковбой Шон с одномастными королем и десяткой объявляет 3-бет. Эсфандиари на большом блайнде с неизвестным нам стартером. Он коллирует в холодную. Стоит ли говорить, что такой ход по умолчанию является слабым? Но в подобных шоу это почти норма. Дог Голливуд, ковбой Шон и Тикетс также решают поддержать экшен. На флопе удивительная ситуация. Все участники с известными картами так или иначе зацепились за борт. У ковбоя Шона гадшот, у Дока Голливуда стрит-дро, а Тикетс вообще получает готовый стрит. Ковбой Шон ставит конт-бет. Кажется, что противостояние продолжится как раз между этими участниками. Но тут в дело вступает Эсфандиари. Он объявляет рейс, и это при том, что он без позиций по отношению сразу к двум оппонентам. То есть он убежден, что у него достаточно сильная рука для атаки. Неужели за борт зацепились все четверо? Это очень редкий случай. Дог Голливуд выбрасывает стрит-дро. Стоит ли говорить, что это ошибка? Но мы-то видим, что его двухсторонка абсолютно мертва. У Тикетса не просто готовая рука, но и блокер на усиление Дока, так что тот каким-то чудом спасается от возможного кулера. У Тикетса первый нац, он в позиции, и ему некуда торопиться, он коллирует. Ковбой также решает продолжить со своим гадшотом. Спарка на терне явно не то, чего ожидал Тикетс. Это неприятная карта, так как она способна создать фулл-хаус и бьющие его стрит, но по отношению к диапазонам соперников его стрит все равно достаточно силен. Но многое зависит от действий агрессора, то есть Эсфандиари. Его решения должны показать, рейзил он для проверки с блефом или с рукой, которую считает готовой. И тот ставит плотно 28 тысяч в пот 43 тысячи. Неприятно, но расстаться со стритом Тикетс не решается. Кол. Ковбой фолдит. Ривер. Туз. Фактически он способен усилить диапазон 4-бета, создав фулл-хаус с карманными тузами. Но автор 4-бета уже покинул раздачу, так что у остальных участников капнутые диапазоны. Антонио идет all-in. Теперь самое время пересмотреть силу стрита и дать ответ на вопрос: кол или пас? Опять же, для правильного ответа нужно задать сопернику определенный спектр. Рейс на флопе в бутерброде против троих соперников, а затем еще 2 барреля крупными сайзингами с овербет-пушем на ривере. И что же Тикетс намерен побить из рук в этой линии? Очевидно, на флопе он мог иметь аналогичный стрит, а еще сеты и доперы. Сеты все превратились в фулл-хаусы, или даже каре. Доперы также усилились, кроме разве что валет 9. Стал бы Эсфандиари баррелить со стритом после спарки? Конечно, мог бы, но наверняка не так агрессивно. Он, конечно, завершил карьеру, но повесить логику на гвоздь сложнее, чем бутсы или перчатки. Она у бывшего профессионала сохранилась. Так что мгновенный кол Тикетса — довольно грубая ошибка. Конечно, в некоторых ситуациях и против особых категорий соперников можно и коллировать, но в данном случае история, рассказанная Антонио, максимально убедительна. Он показывает 9-7. Допер, превратившийся в фулл-хаус. Ну а Тикетс демонстрирует, что мышление диапазонами, да и в целом понимание покерной логики, не его сильные стороны. Проверь свой уровень игры в покер. Получай новый контент раньше всех. Уникальные бонусы для покеристов. Все это в нашем телеграм-боте. Также ты сможешь записаться на пробное занятие в Академию покера и достичь результатов, как наши ученики. Ссылка на бота уже в комментариях под видео.
Напоследок посмотрим еще одну раздачу из казино Хаслер. И снова в центре внимания Марианна Грандоли, аргентинский стример, конечно, яркий и умный игрок с хорошим пониманием покера и интересной манерой поведения за столом. Однако у его соперников и даже у некоторых зрителей накапливается некоторое раздражение по отношению к нему. Причина в затянувшемся апстрике. Сложно пересчитать все бэт-биты и кулера, которые ему насдавали с начала еще прошлого года. Впрочем, пока не об этом. Раздачу начинает Доктор Эйдж, и делает он это оригинально. Лимпом с ранней позиции с разномастными дамой и шестеркой. Сидящий за ним Джеллифиш объявляет 3-бет с разномастными валетом и десяткой. На хайджеке Марианна 3-бетит с неизвестной рукой. На баттоне Агая Дэвид с валетом и десяткой. Это новичок в трансляциях из Хаслер, однако его действия уже довольно много могут о нем сказать. Он делает 4-бет. Лишь Марианна решает пободаться с агрессором и калирует. Вероятно, он совершенно уверен в своем превосходстве на постфлопе. Ну или верит в удачу, что тоже не исключено с учетом апстрика. Действительно сильные комбинации он наверняка отправил бы в 5-бет. У Дэвида нет прямого совпадения с бордом. Зато есть Double Belly Buster. Что за набор звуков? Так называется гадшот с 8 аутами, по силе равный стрит-дро. Плюс доска немного подошла Дэвиду, поэтому конт-бет обязателен. Он ставит 4000, около трети пота. Стандарт. А вот Марианна тормозить не планирует и объявляет рейс до 15 тысяч. Не самое приятное развитие ситуации, но у Дэвида позиция и Double Belly, так что фолд был бы ошибкой. Кол. Восьмерка в масть к 2 картам флопа закрывает возможные флеши, которых не так мало в спектре Марианна. Зато сам Дэвид получает усиление до стрита. Грандоли ставит 9000, менее четверти пота. Конечно, ранаут вызывает у Агая смешанные эмоции. В конце концов, стрит все еще сильный расклад. Но в чекрейзе Марианна так много флеш-дро, но есть и существенный нюанс, снижающий эту вероятность. Это валет в масть в руке самого Дэвида. Это не просто одна карта, это сразу несколько сблокированных комбинаций в спектре аргентинца. В том числе туз-валет, дама-валет, валет-10, валет-9. И это очень важный фактор. Далеко не факт, что Дэвид это осознает. Но блокер лучше придумать сложно. И все же он просто калирует, опасаясь столкнуться с флешем. Ривер, спарка девяток, но без бубновой масти. Марианна объявляет all-in. Итак, кол или пас? Во-первых, посмотрим на остатки фишек в стеках соперников и в банке. В центре стояло $60 тысяч. У Дэвида всего 37 тысяч. Как и в первой раздаче из сегодняшнего видео, здесь нужно было продумать план еще на терне. И по сути вариантов здесь у Дэвида попросту нет. Он уже плотно привязан к банку и вынужден был бы идти до конца в любом случае. Так что в действительности не так уж важно, что там у Марианна. Важно лишь, что тот умеет блефовать. Этого достаточно, чтобы в большинстве ситуаций можно было наскрести нужное для кола эквити. А у Дэвида целый стрит. Так что да, Дэвид калирует. И все делает совершенно правильно. Только вот банк отправляется в сторону Марианна, сопровождаемый возгласами комментаторов. Как он это делает? И действительно, как? У Грандоли король и 9. Банальный допер, превратившийся в фулл хаус ровно в тот момент, когда у соперника оказалась сильная комбинация для оплаты. Очередной доезд, очередной кулер. Ну и кто здесь у нас такой весь не переапанный? Впрочем, любой переап рано или поздно заканчивается болезненным даунстриком. Вероятно, как опытный профи, Марианна не столько радуется удачам, сколько с ужасом думает о том, какую цену он заплатит дисперсии в будущем за столь чудовищный апстрик длиной более года. Смотрите прошлый выпуск «Кол или пас». Сможете прочитать оппонентов в этих раздачах. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Пока!